Фонд «Русский мир» был создан 21 июня 2007 года. Основными задачами фонда было содействие преподавания русского языка, русской культуры во всем мире. И приоритетными направлениями нашей деятельности стали программы создания русских центров, кабинетов русского мира, осуществление грантовых программ, проведение образовательных программ, международная общественная деятельность и наши информационные проекты. Следующий слайд. Русские центры – это ресурсные центры, которые поддерживают преподавание русского языка в крупнейших университетах мира, в крупнейших библиотеках. На сегодняшний день у нас открыто 89 русских центров в 41 стране мира. Последний центр был открыт в одном из старейших университетов Европы, университете Коимбры. География весьма широкая, и мы вовсе не останавливаемся в создании все новых и новых центров русского языка. И еще до конца этого года мы намерены открыть дополнительно 5 центров. Таким образом, к концу года их будет уже 94. Что касается наших грантовых программ, они реализуются по очень широкому спектру вопросов. Это и программы, связанные с международными фестивалями, праздниками, современными программами, учебниками, исследованиями, монографиями, программами поддержки русских школ, русскоязычных средств массовой информации. На сегодняшний день уже реализовано более 940 грантовых проектов по всему миру, и их реализация позволяет проводить огромное количество того, что сейчас принято называть событиями, вместо надоевшего всем слова мероприятия. Но порядка 10 событий в русском мире происходят ежедневно в самых различных странах мира. Всего программы фонда так или иначе охватывают уже более 100 государств планеты. Эти проекты продолжаются дальше. Мы рассматриваем все новые и новые заявки. И это все позволяет создать огромную сетевую структуру нашего большого русского мира. Я хотела бы только обратить внимание на то, что задачи, которые поставил перед нами президент 5 лет назад, распространение, развитие русского языка в мире и, конечно, проблемы сохранения русского языка внутри страны. Сейчас складывается ситуация таким образом, что состояние русского языка во многих странах мира лучше, чем внутри страны. И поэтому это и учитывает фонд «Русский мир» тоже. Вячеслав Алексеевич говорил о нашей работе по выбору грантов, финансированию целого ряда проектов. И вот создание и словарей, и учебников, и методических пособий как раз для того, чтобы и внутри России состояние русского языка стало иным, тоже, конечно, финансируется «Русским миром». Вообще мы должны понимать, насколько важны проблемы сохранения языка, русского языка, нашего прекрасного языка. Это действительно проблема безопасности нашей Родины. Мне хотелось бы еще сказать о том, что «Русский мир» действует таким образом, что начинает изучаться язык в тех странах, где раньше он не изучался и не преподавался. Вот если мы представим себе, скажем, Шри-Ланка или Индонезия с 370-миллионным населением, да, ведь русского языка не было вообще, и благодаря «Русскому миру» теперь и там начинают изучать русский язык, и я уверена, что число желающих будет возрастать с каждым днем. И еще один момент. Вы знаете, ведь существует целый ряд организаций, которые должны решать одну и ту же задачу – сохранять русский язык в России, сделать все для распространения русского языка в мире. Мне кажется, вот наша задача на ближайшие годы, и, может быть, на ближайший год, сделать все для более тесной координации, четкой организации системы, поскольку целый ряд организаций, вы посмотрите, конечно, «Русский мир», во-первых, Россотрудничество, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Это ведь организация, которая объединяет русистов из 85 стран. И очень сильные русские организации в этих странах. И от усилий каждой этой организации зависит очень многое в стране.
Это и Российское общество преподавателей русского языка и литературы, которое многое делает для сохранения языка внутри страны и очень помогает международной ассоциации. И это, конечно, ведущие вузы России, и в первую очередь Санкт-Петербургский государственный университет, потому что именно этот университет подготовил и целую серию книг, давайте говорить правильно, которая стала бестселлером, и комплексный нормативный словарь русского языка, который поможет нам всем решать эти задачи. Я верю в светлое будущее нашего фонда, очень надеюсь, что также мы продолжим нашу работу. И главное, чего бы я хотела, и к чему мы стремимся, и я надеюсь, это получится, более тесно координировать наши действия, потому что, объединившись все эти организации, о которых я говорила вместе, мы сможем сделать гораздо больше. Русский центр Ереванского государственного университета был открыт 7 февраля 2008 года. И действительно, за 5 лет своего, как сказала Людмила Алексеевна, активного развития мы успели накопить большой опыт работы. Проведение Дней русского слова, олимпиад по русскому языку, методических семинаров, круглых столов, кинолекториев, литературных вечеров и масштабных акций с выездными мероприятиями по всей Армении уже стало доброй традицией в русском центре. Ежегодно русский центр Ереванского государственного университета посещает более 10 тысяч человек. Основная аудитория русского центра – это студенты, школьники и даже дошкольники. Для каждой группы наших посетителей у нас разработаны определенные мероприятия. И как отмечают учителя, школьные, вузовские преподаватели и даже родители наших самых маленьких посетителей, участие в мероприятиях русского центра повышает мотивацию изучения русского языка и прививает детям любовь к русской культуре, приобщает их к русской культуре и к русской литературе. У детей появляется любовь и интерес к русскому слову, ведь по словам самих школьников, центр превращает даже самые обычные уроки в праздники. Мы постоянно расширяем круг проводимых нами мероприятий, придумываем новые форматы встреч. Так, за последние годы у нас образовались определенные мероприятия, которые выглядят как открытые уроки по литературе, которые проводятся самими студентами Ереванского государственного университета для учащихся старших школ. Кроме литературных уроков, темы которых выбираются с учетом пожеланий самих школьников, а также школьных учителей, так мы провели литературные уроки по творчеству Пушкина, по творческому наследию Достоевского, по поэзии Серебряного века. Кроме этого, в этом году было проведено мероприятие нового формата. Это был открытый урок телемод с учащимися Ереванской школы номер 29 и Московской школы номер 221. Мероприятие «Открытый урок», моя визитная карточка, было организовано в рамках фестиваля «Маленький посол большой страны». Из последних и новых мероприятий, проводимых Русским центром, я бы хотела выделить также читательские конференции, в которых участвуют студенты и школьники Армении. Задача участников читательской конференции мы ограничиваем время выступления, представить любимую книгу и заинтересовать этой книгой аудиторию слушателей. По окончании этих читательских конференций проводится голосование и выясняется, какая книга смогла заинтересовать аудиторию слушателей, то есть слушатели обязательно ее прочитают. А для самых наших маленьких посетителей, как я уже сказала, мы проводим ежегодные летние курсы русского языка летом. И кроме этого ежемесячно проводятся мероприятия под названием «В гостях у сказки». За 5 лет, поскольку нам тоже выпала честь в будущем году отмечать 5-летие деятельности нашего русского центра, я хочу сказать, что за 5 лет русский центр Ереванского государственного университета посетило более 54 тысяч человек. И я хочу с радостью отметить, что с каждым годом число посетителей, число участников мероприятий Русского центра увеличивается. Русский центр Киевского национального университета имени Тараса Шевченко открылся, торжественное открытие было 2,5 года, но работаем фактически мы уже 3 года. Вот. И осуществилось это благодаря сотрудничеству Фонда «Русский мир» и руководства университета. Поскольку наш центр был создан на базе Киевского университета, ведущего высшего учебного заведения Украины, то целевая аудитория основная у нас студенты всех форм обучения, преподаватели,
профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, сотрудники университета, библиотеки. Кроме того, все желающие к нам абсолютно могут попасть, посещают наши мероприятия и других вузов, и вообще Украины. То есть попадают все желающие. Но в последнее время, так как у нас и аудитория расширилась, сначала нас не очень адекватно воспринимали. Как бы с русским языком и так все в порядке, зачем в университете, но после проведенных мероприятий у нас были презентации на кафедрах, на факультетах, презентации наших ресурсов, и когда ознакомились и поняли, что это все-таки хорошее начинание. И сейчас у нас даже иногда бывает помещение, так как помещение выделено университетом небольшое, потому что не было, то даже бывают такие моменты, когда мы не можем уместить всех желающих. Есть такой вариант. Вот. Документный фонд русского центра, который обладает современной базой для изучения преподавания русского языка, основой для преподавателей, студентов-русистов и преподавателей не только нашего университета, но и других вузов. К нам также присоединились, мы работаем со школьными учителями, с русским языком обучения. В нашем документном фонде ресурсы. Польза такая, что, как правило, представленные в книжном фонде и на электронных носителях документы отсутствуют в фондах библиотек не только Киева, но и Украины. Поэтому это очень хорошо. Потом интересует наших посетителей центра, особенно для студентов-русистов, базы данных, которые предоставляются фондом, Интегрум, Рубрикон. Также у нас есть доступ в интернет, поэтому всегда практически у нас переполнено помещение, потому что много проводим мероприятия. У нас тоже проводились круглые столы, выставки каждому, посвященному году истории. У нас было 6 выставок из фондов документных нашего центра.